Друзья, всем привет, с вами Дан Запашный. На самом деле это второе видео. Первое я снял, и оно достаточно было насыщенным информацией, много чего я вам рассказал. Но если ты берешь с собой видеокамеру, то обязательно запасись вот таким вот аккумулятором, вторым запасным, на тот случай, если он сядет. В общем, он сел где-то на половине рассказа, а может быть и больше. Камера просто выключилась. Дорогие друзья, постараюсь вам заново рассказать то, что уже было рассказано. Я говорил о том, что наступил сентябрь, наступил период учебный, вот, много детей сейчас находятся в школе, я же пользуюсь возможностью, вот, часто сюда захожу, тренироваться, вот, потому что, как вы знаете, в помещении, где расположилась Боня, у меня там нет никаких особых снарядов, в силу того, что там мы выезжаем из помещения, то заезжаем, все время находимся на чемоданах, поэтому я решил лишним себя не обременять, и пока теплая такая хорошая погода, я хожу на спортплощадки, на детские площадки, занимаюсь с детишками, отжимаюсь, подтягиваюсь, чтобы себя более-менее держать в форме, потому что Боня постоянно прыгает, бегает, за ней очень сложно угнаться. Вот. Ребят, почему я снимаю еще одно очередное такое видео разговорного жанра? Честно, не ожидал, что вот такой формат вам зайдет, и судя по прошлому ролику, достаточно много просмотров, достаточно много комментариев. Спасибо вам большое, друзья, за внимание. Все переживают, почему я не веду прямые трансляции с очаровательной, любимой, великолепной Бонобо Боней, потому что, как я уже говорил в прошлом видео, очень много, друзья, за последние 2,5 недели в моей жизни произошло очень важное событие, очень важные дела, которые я просто не мог отложить. И день практически был расписан, друзья, по минутам. Вот, поэтому сейчас немножко, я думаю, что будет посвободней. Я не обещаю, но я очень постараюсь в эту субботу провести прямой эфир с Бонобо Боней, с Владом. Вот, потому что все еще и по Владу соскучились. Вот, постараюсь все это организовать. Не обещаю, друзья, но многие из вас писали, почему же пропали вот эти стримы по субботам. Вот, ну, кто-то не знает, что еще в четверг вел прямые трансляции, правда, вел их сам с собой. Вот, ребята, вот честно, я говорю, очень хочется с вами поделиться вот всем, что я сейчас делаю. Меня прям, я не знаю, вот распирает, другого слова не подобрать. В прошлую субботу очень важный день, был очень серьезное событие, знаковый день в моей жизни, и хочется, я говорю, все вот вам поведать, но, к сожалению, как я уже объяснил, пока я крепко не встану на ноги, дорогие зрители, когда уже не будет касаться, скажем, и других людей, вот проблем, которые коснулись меня, потому что все, что я сейчас снимаю, все, что я вам рассказываю, внимательно прослушивается очень такими доброжелательными подписчиками, людьми, которые работают в компании Росгосцирк на руководство нынешнее. Вот, как вы знаете, мы в большой оппозиции находимся, потому что я не разделяю те дела, которые делаются сейчас, потому что я уже говорил много раз, массовые увольнения артистов династийных выгоняют на улицу абсолютно без причины, целые коллективы уничтожаются. Миллион раз я об этом говорил, как на стримах, так и в обычных видео, но, друзья, что поделать? Хочется перелистнуть вот эту страницу уже, наконец, сделать так, чтобы не зависели люди, которые со мной, от всех вот этих проблем. Мы животные, чтобы тоже не зависели, чтобы мы крепко встали на ноги. Собственно, я этим вопросом и занимаюсь. Что-то, друзья, получается, что-то не получается. В любом случае, мы пробуем, руки не вешаем, двигаемся. И как есть такая поговорка, я думаю, многие ее слышали, дорогу осилит идущий. Вот мы идем, бежим, ползем всегда по-разному, скорость меняется, но все равно в любом случае мы находимся на одном месте, нет стагнации, это очень радует. Очень много, друзья, всего вот прямо за эти 2 недели, как я и сказал, 2,5 даже недели произошло. Я рассчитываю, что канал, который я веду, если, скажем так, в ближайшее время все получится
организовать вот как я хочу, то он будет немножко, а может быть и немножко разнообразнее. Я вам снимал постоянно свои видео про цирк, про животных, закулисную деятельность, наши переезды, в общем, ну, все, что было связано вот с таким скрытым форматом цирка, да, не то что скрытым, но вот закрытым, не закрытым, неизвестным, наверное, для зрителей, потому что мы же приходим в цирк посмотреть представление, а вся деятельность, 95% всей сложности, всего быта происходит именно в будние дни, когда нет представлений, то есть закулисные какие-то там события и так далее. Очень насыщенная, на самом деле, жизнь. И, друзья, я честно вам признаюсь, это просто, ну, реалия. Я очень оптимистичный человек и всегда из самых неприятных каких-то ситуаций стараюсь найти самый позитивный исход, самые какие-то приятные моменты даже в неприятностях. Вот, вы об этом знаете, но я вам могу честно сказать, на сегодняшний день я не знаю, буду ли я работать в цирке. Конечно, я очень люблю эту работу, я очень люблю это место. Для меня это не работа, а образ жизни, потому что я здесь родился, мои родители здесь родились, и их родители, и не просто так я династийный артист, друзья. Но очень все сильно меняется, и за этот год борьбы, когда я нахожусь вне цирка, абсолютно никак его не касаясь, не проводя никакие, скажем, с ним параллели, я понимаю, что есть еще другая жизнь, и, конечно, мы продолжаем бороться. Друзья, я не хочу как-то вносить какое-то уныние, это не уныние, это просто, наверное, какая-то такая часть моей жизни, то есть, может быть, важный тоже момент жизненный, когда все кардинально может поменяться. Если я продолжу свою деятельность в цирке, конечно, я очень хочу, чтобы у моей обезьяны Боня были еще друзья обезьяны, мальчик был, друг, муж, я не знаю, как супруг, партнер, как угодно, вот, чтобы у нее детки тоже были, потому что я понимаю, что животные — это целый мир, друзья, им нужно создавать, я уже много раз об этом говорил, достойные условия, потому что это большая ответственность, и цирк, в моем понимании, это не просто там практика такая, что ты обучаешь животное делать те или иные вещи, больше никак его не касаешься. На самом деле ты касаешься всего. Ты касаешься его воспитания, ты уделяешь ему очень много внимания, ты создаешь условия те, которые необходимы именно этому виду животного. Если это обезьяна, то она лазить должна, прыгать, бегать и так далее. Она должна быть удовлетворена в своих вот этих потребностях обезьяньих и физически, и морально. Вот. И есть физиологические какие-то моменты в силу возраста, которые тоже им необходимы. И мне очень хочется создать, друзья, эти условия для Бони. Вот, и я уже говорил, что хотел собаку купить, чтобы Боньке было повеселее, но мы, к сожалению, пока не можем себе позволить собаку, но будем стараться, чтобы все организовать. Если, опять же, вернусь в цирк, хотелось бы развиваться, продолжать. Вот о чем я говорю, это видео одним дублем, бывает, вот слова опережают мысли. Вот, хотел сказать то, что продолжать работать в жанре дрессуры с другими животными, не буду пока говорить с какими, есть такие планы. Ну а если, дорогие зрители, не получится, если не выйдет справиться, скажем, с этой ситуацией, вот, мне не хочется тратить свою жизнь на борьбу и проживать ее в каком-то негативе. Вот. Во всяком случае, я чист совестью, я, как и вы, за этот год очень много чего пережил. Вот. Я знаю, что вы всегда со мной рядом. Друзья, кстати, ну вот я не устану с вами делиться и говорить слова благодарности, потому что очень многие из вас, очень многие пишут очень добрые слова, многие поддерживают финансово и так далее. Я не хочу кого-то выделять, у всех свои какие-то, скажем, возможности, но я, друзья, был так воспитан, что я благодарен абсолютно любому вниманию, и я всегда приветлив абсолютно со всеми людьми, которые, ну, скажем так,
тянутся к общению, и бывают люди встречаются на улице, и я с удовольствием общаюсь с ними, те, кто меня узнает, и мне это очень приятно. Друзья, я просто хочу сказать то, что у нас очень крутое сообщество, то, что меня окружают невероятно добрые люди, и они, вы точнее, просто в очень большом количестве, об этом я часто на своем телеграм-канале рассказываю, показываю, собственно, вот как бы дела, которые вы тоже делаете, и у меня нет слов, на самом деле. Я, честно говоря, знаете, иной раз думал о том, что, находясь в определенном коллективе, цирк — это такое маленькое государство со своей внутренней жизнью, со своими правилами, наверное, как и любое другое предприятие или культурное какое-то общество, может быть, в театрах. Я думаю, что, скорее всего, тоже в театрах тоже свои какие-то законы есть внутренние, скажем так, можно их, наверное, так именно назвать. Вот, и свои какие-то правила жизненные. Но я был уверен, что когда неприятности кого-то касаются, то за тебя обязательно твои коллеги заступятся. И я, наверное, хочу извиниться перед теми людьми, которые, может быть, тоже испытывали какие-то сложности в своей жизни, творческой, в карьере, и, возможно, я не обращал на их проблемы внимания, и теперь я просто понимаю, что бывают действительно такие проблемы, с которыми ты один не справишься. Ребят, я просто хочу сказать то, что иногда помощь приходит оттуда, откуда ты ее абсолютно не ждешь. Вот иной раз я себя подлавливаю на такой мысли, когда снимаю видео одним дублем, мысли, они сами вот просто приходят, я разговариваю, представляю, что вас много, разговариваю с вами, делюсь искренне. Вот, это как исповедь какая-то, наверное. Вот, не знаю, громко это сказано или нет, но мне, правда, очень приятно с вами делиться своими мыслями по этому поводу. И я рад, что вы меня слушаете. Я не хочу делать это видео очень длинным. Вот, напишите, пожалуйста, если вам интересно, вот со мной, вот, скажем, в таком формате общаться. Я буду периодически, наверное, снимать такие ролики, вот, потому что я читаю ваши комментарии, и все вот эти мысли, они тоже, соответственно, как-то вопросы ваши обобщаются, ваши какие-то пожелания тоже, то есть я понимаю, что в целом вы хотите узнать или о чем вы беспокоитесь, вот поэтому я, наверное, и снимаю такие ролики. Короче, друзья, в моей жизни происходит, как я уже сказал, серьезные изменения, вот, и определенная часть меня будет заниматься, вот, скажем, вопросами или делами, которые для вас сейчас скрыты. Я очень надеюсь, что в ближайшее время, вот, дети уже ходят, в ближайшее время все образуется, вот, и все наладится. Я смогу вам рассказать о том, что я делаю, о том, что я делал, говоря вот о таких таинственных, непонятных для некоторых подписчиков вещах. Я думаю, что многие из вас догадываются, о чем идет речь. Вот. Так что такие, друзья, новости. Я вас всех люблю, честно. Я вам желаю всего позитивного, всего самого хорошего. Я вам желаю хороших друзей, чтобы было достойное у вас окружение. Потому что жизнь меняется, бывают сложности, бывают радости и так далее. И мы делимся этим. Очень важно иметь спину, скажем, поддержку, руку помощи в нужный момент, когда это необходимо. И вы для меня, друзья, именно такие важные люди, близкие люди, с которыми мне очень просто, не то чтобы просто, намного проще, наверное, так проходить этот путь. Я вас всех обнимаю. И до скорой встречи, друзья, в следующих роликах. Не забывайте про телеграм-канал Dan Zapashny Life. Там, как вы знаете, много интересного, того, что я не выкладываю здесь на ютубе. Всем удачи, пока!